Понимаете, вот это времена фаундерита, ковида. Как вы лично справляетесь с этими серьезными заболеваниями? Пытаюсь разглядеть в нем некие позитивные стороны. Дорогие друзья, большое спасибо за встречу, спасибо, что все согласились. У нас сегодня чудесный вечер, давайте его проведем в кайф. Друзья мои, смотрите, фаундерит косит ряды фаундеров, вы это все знаете. Значит, недавно вышли серьезные статьи о фаундерите, да, в Нью-Йорк Таймс. Вот, Сергей Александрович об этом знает много всякого. Вашингтон Пост об этом, Daily News, понимаете. Хорошие в Барселоне серьезные газеты выступили за то, что надо делать с фаундеритом, понимаете. Корея, Китай. Я говорю, сейчас фаундерит просто, Эпидемия захватила весь мир, и сейчас грозятся объявить локдаун все страны мира. Поэтому, фаундеры, мы сейчас с вами. Это правда. А что вы смеетесь? Понимаете, на самом деле сейчас вот последние источники, вот я попрошу сейчас Сергея Александровича, скажем, Арона Грантовича доложить об этом, там Евгения Валерьевича. Там что происходит? Первое ударил ковид, покосил ряды. Дальше ковид спровоцировал фаундерит, понимаете? Поэтому сейчас очень серьезно, это вот, понимаете, вот это времена фаундерита, ковида, мы находимся в этом жесточайшем времени. Поэтому надо решать этот вопрос серьезно. Вот я бы попросил вас, дорогие фаундеры, одно-два качества блицем, да, что для вас является симптоматикой фаундерита. Вот это серьезная болезнь фаундеров. Хорошо, дом мужчин, дом женщин. Готовы? Готовы. Спасибо. Дом женщин, пожалуйста, как всегда, начинает. Будьте любезны. Фаундерит. Симптомы 1-2. Ефим Моисеевич, Галина Николаевна, благодарю. Что косит ряды, да. Благодарю. Дом женщин, Македонская Екатерина. Два симптома назову, с вашего позволения. На мой взгляд, первое – это страх конкуренции, наступающих на пятки, более прогрессивных, более знающих, более хайповых, более модных, более сильных. И второе – это кризис идей. На мой взгляд, такие вот симптомы. Благодарю. Да. Алена? Ефим Моисеевич, Галина Николаевна, дорогие участники, Дом женщин Гияновский. Но, на мой взгляд, основным таким критерием фаундерита является это, конечно же, тотальный трудоголизм и уровень гиперответственности, который часто приводит к эмоциональному выгоранию. Спасибо. Да, джентльмены, пожалуйста. Багалян. Друзья, хочу сообщить, что, по-моему, выражением фаундерита есть такое чувство, как гипертрофированное чувство ответственности, которое приводит к тому, что фаундер начинает сам выполнять определенную работу. То есть он вместо того, чтобы делегировать, он начинает сам это делать. Почему? Для того, чтобы, по его мнению, было хорошо. Может, где-то это и есть, но так, когда развивается бизнес, его не хватает. Второе – это эмоциональное выгорание, которое приводит именно к тому, что теряется стрессоустойчивость. И любое движение выводит его из состояния равновесия. Спасибо. Спасибо. Евгений?
Моисей, спасибо. Много учился у Жозеф Евгений. У меня также было про ответственность, но я зачитаю другие свои симптомы. Так, первый симптом – это полное растворение без остатков в своем бизнесе. Вы знаете, когда растворяется что-то и даже остатка нет, так фаундер растворяется в своем бизнесе. Первое. Второе – это гипертрофированная, иллюзорная уверенность в успехе. Ну, скажем, не подтвержденная ничем. Спасибо. Да, спасибо, Сергей Александрович. Коллеги-фаундеры, поскольку я заканчивал стоматологический перед тем, как идти в фаундеры, я бы сравнил фаундерит с острым кариесом. Что происходит во время кариеса? Первое, ни о чем другом думать не можешь. То есть складывается такое впечатление, что весь мир – это вот этот вот больной зуб. Больной зуб – это весь мир. Здравствуй, мир, я зуб. Здравствуй, зуб, я мир. Вот примерно так. Это первое. И фаундеры второе. Чем бы мы ни лечили этот зуб, кроме того, что надо, можно лечить алкоголем, можно наркотиками, можно сексом, можно спортивными машинами, но все равно, если это не лечить, оно всегда может дать побочный эффект в самом неожиданном месте. И вот в каком месте, это всегда вопрос удивления. Спасибо, коллеги. Очень оригинальный взгляд, Сергей Александрович. Хорошо. Хорошо, друзья мои. Скажите, пожалуйста, чем вы лечите, вот какой ваш фаундерит, в чем он выражается, одно качество, недолго, чем вы его лечите? Там, холодом, теплом, понимаете, цветами, чертополохом, крапивой, молитвами, коучами, прикладываете коуча, если прикладываете куда-то, с тренером вы его лечите. Как вы лично справляетесь с этими серьезным заболеванием? Вот это очень важно нашим слушателям, пожалуйста. Ефим Моисеевич, Галина Николаевна, благодарю за вопрос. Ответ. У меня симптом фаундерита выражается лично мой в кризисе идей и в желании постоянно представляться, потому что я работаю в сфере шоу-бизнеса и нетворкинга. То есть это все-таки легкая, то есть у вас легкая деменция, да? Легкая. Да. То есть ваш фаундерит, он в легкой деменции. Вы знаете, очень хорошо. Екатерина, спасибо большое. Да, Ефим Моисеевич, Алена. Я прошу прощения, извини. чем же лечу? Извини, я самое главное. Да, прямой противоположностью. Я танцую зумбу, это танец попой и копчиком. Студию. А как это воздействует на деменцию? Опа. Когда вы танцуете с попой, вы как на деменцию воздействуете? На самом деле, Ефим Моисеевич, я переключаю внимание на первую чакру. И вы начинаете помнить себя. Вот первая чакра, вы начинаете. Да. Ага. Спасибо, Катюша, спасибо. Было очень здорово. Алена. Друзья, фаундеры, я хочу вам Ваш сказать, элемент, да, и чем лечить. Да, что у меня вот, например, основной симптом моего фаундерита – это когда я уже 24/7 не думаю ни о чем, кроме той задачи, которая передо мной стоит. С одной стороны, как бы неплохо, но с другой стороны, я перестаю замечать в этот момент, что жизнь-то вообще-то еще какая-то вокруг происходит. Поэтому для меня очень важно найти дополнительные источники вдохновения, так, чтобы я понимала, что помимо того, что есть какие-то определенные задачи, еще очень важен для меня именно ресурс вдохновения. И для меня это обычно медитации. Медитация. Вот, слава богу, что уже есть методы, с которыми я знакома, они мне реально помогают переключить свое внимание. Вот. Ну и живопись, театр, все, что наполнено красотой. Спасибо. Да, спасибо Дому женщин, да. Пожалуйста, джентльмены, фаундерит, симптом какой-то один, и чем лечите? Очень важно, чем лечим, да. Да, друзья, хочу сказать, что мой симптом фаундерита заключался в том, что была сильная эмоциональность, все же армянская кровь там сработала, что-то сделала, и эмоциональное выгорание было всегда налицо. То есть не было ни сил, ни желания, вот оно все падало, вот в прямом смысле этого слова.
Да, и вот для того, чтобы нарабатывать это, я прикладываю лопухи, вот такие лопухи везде, это в виде Лопухи. Вот я слышал, в виде медитации. лопухи Шапшай Технологи, это хорошо. Спасибо. Второе, Вот это вот... использую таблетки в виде технологий Шапшай Technology для наработки О. личной эффективности Но мы это и пропустим. повышению стрессоустойчивости. Спасибо, дорогой. Мы это пропустим как рекламу. Нормально. Евгений, пожалуйста, ваши секреты лечения фаундерита. Евгений, спасибо, друзья. Я начну с своего любимого. Фаундерит проявляется прежде всего в том, что происходит полное растворение в своем бизнесе. Это один из основных симптомов. Значит, какое лечение я использую? Я пью медитативные таблетки от отождествления. Второе, я ставлю горчичники осознанности. Горчичники осознанности ставлю. А куда, Евгений? Слушатели спрашивают, куда? На сердце, да? Но вообще считается же, горчичники на сердце опасно класть. У вас горчичники из чего? Из горчицы или из крапивы? Из чего вы? Или лопухи? У меня, наверное, с мятой. Она так немножко приводит в чувство. А, с мятой. Скажите, а вы мяту с корицей не пробовали, кстати? Мяту с корицей. Так, хорошо. Хорошо. Да, и третье, я закапываю капли в глаза памяти. Капли памяти такие, знаете, что капли памяти. Понятно. Можно вопрос, Евгений? Да, конечно. Смотрите, вот у вас есть шикарный рыжий кот. Он, вот на него перекинулся вирус фаундерита или нет? Нет, Евгений Моисеевич, он уже 18 лет успешно держит. Я не знаю, как у него это получается. Спасибо. Очень важно, потому что сейчас идут исследования, фаундерит перекидывается ли на животных фаундерит, потому что если он перекинется, это серьезная проблема, никто не знает, что с этим делать, поэтому мы опрашиваем на всякий случай. Спасибо. Сергей Александрович, пожалуйста, ваша мудрость нужна, да. Друзья, Ефим Михайлович, вы знаете, судя по тому, как рыжий кот трется об Евгения, у Евгения все лекарства из валерианы. Это такое... Вы знаете, я буду, наверное, самым плохим больным, потому что я когда-то услышал от одного врача знаменитую фразу: есть проблемы, которые нужно решать, а есть проблемы, с которыми нужно жить. Так вот, вот это я почему-то... Сергей Александрович. Я не лечу свой фон. Вы с ним живете, правильно? Да, я с ним живу и пытаюсь разглядеть в нем некие позитивные стороны. Очень важная информация сегодня, спасибо.